Всем доброй ночи. Итак, у меня уже второй алтарь. И я сегодня снимаю внизу, там, где мой кабинет, и там, где мой второй алтарь. Итак, друзья мои, у меня есть видеолекция «Змеи». Змеи в магии. Змеи как посредники между людьми и духами. Змеи – защитники людей и Родины. И я там рассказываю вам подробно о змеях. Почему они считаются посланниками духов? Почему есть змеиный язык? Почему считается, что шепот или язык змеи, то есть вот это вот шуршание, да, этот зловещий вот этот шум, шепот, что он язык духов, духов природных, язык темных сил. Там все это рассказано, откройте, посмотрите. У меня есть несколько ритуалов, связанных со змеями. Мать-кобра. Далее. Змея-скорпия. Мой вариант, да, народной магии. Мой. Змеиным языком, змеиной тропой. Я объясняла, что означает в магии выползок змеи, что означает змеиная шкура, для чего используется, открытие атрибуты в магии. Очень много лекций, очень много было рассказано. Почему я сейчас так часто не показываю эти атрибуты, потому что настолько подробно было рассказано и показано, я думаю, что одно и то же как бы говорить нет смысла. Уже все темы мы с вами прошлись. И практически вот мой архив, половина моего архива, почти 4000 работ, кстати, загружается на сайт. Когда уже все будет готово, там огромная работа была проделана, поэтому еще предстоит. Я обязательно вам скажу. Наконец-то я сохраню свои все архивы на сайте. И где бы оно ни пропало, где бы оно ни скрывалось, некоторое время, да, приходится иногда скрывать каналы, чтобы отделаться от этого всего. Вот на сайте вы всегда найдете. Я думаю, что оно уже проявляется, но в скором времени вот любой ритуал, текст в форуме сайта есть, можете найти ритуал в галерее сайта, в видеотеке сайта, то есть в Гугле достаточно набрать, и везде, на моем канале, на дочерних каналах, на сайте, на других платформах, везде, где есть мои работы, будут выходить мои видеоролики. Это так, между делом. Пока не объявляю, пока полностью вся работа не будет завершена, нам пришлось перенести весь сайт на новые ресурсы, то есть создавать хранилище. Это тяжелое и дорогое удовольствие, но это нужная вещь, поэтому так что так слегка намекаю, где можете найти. Там еще есть огромное количество работ, которые должны быть загружены, но большая часть, можно сказать, сделана. Кстати, всю информацию по книгам то же самое. Набирайте «Ведьмина изба» сайт, просто так вот. «Ведьмина изба» сайт в Гугле и выходит. Заходите, вы сами там разберетесь. Потихоньку начинайте привыкать. Потом объясню, как мы будем регистрироваться, как что. Это уже намного упрощенный вариант. И мы все, у нас у всех будет там своя страница, свой аккаунт. Мы спокойно будем сидеть. Собственно говоря, в гостях хорошо, а дома лучше. Да? Так, вернемся к теме. Змеиная шкура или выползок. Чаще всего используется выползок. Шкура тоже используется, но в определенных таких ритуалах. И змея сама используется, змеиная голова в темных ритуалах. Оно используется и как порча, оно используется и как очищение болезней.
сводили болезнь на змею, потом эту змею варили и отдавали птицам. Очень много всяких работ. Я вам объясняю, что вот, понимаете, те люди, которые берутся вообще говорить о магии, обсуждать что-либо там, разбирать и так далее, ну, это очень глупое дело, поскольку в магии, ну, я не преувеличу, если вам скажу, миллионы различных версий, миллионы различных традиций, различных направлений, различных заговоров. Где-то змея используется как порча, для порчи наведения, где-то змея используется для, скажем так, восстановления половой функции мужчины. Да, в африканской магии есть такое дело. Не только вуду, но еще направление есть, называется худу, что есть, значит, смесь вот этих двух направлений, где-то католичество, где-то вуду. Вы, наверное, видели, например, Сантерея. Там все просто. И Христос, и Мария, и Ошун, и Эшу, и, значит, эти все христианские символы, и символы вуду, и символы темных сил, и символы и ангелов и так далее. Худу. Это перемешанное вот просто направление магии. Вот, например, мое, да, направление моей магии люди спрашивают, как называется. Называется божественная магия, потому что в основном здесь служение богам, поклонение, благодарности и так далее. Да? В основном духам, богам, маленьким таким божествам, природным духам и прочее. Хотя я даю вам из различных направлений, но основное – это поклонение, как наши предки. Приходили, просили, получали. Но были работы, были ритуалы, были обряды, которые могли делать только жрецы, посвященные в это дело. Другие не имели права это делать. Вот жрецы, жреческая каста – это ведьмы. То есть как в древние времена, так и сейчас. Это, собственно говоря, не новая вещь, но просто я, наверное, первая научила вас, как правильно это делать и как правильно к этому обращаться, к этим силам, как получать результат, как откупаться и так далее. Почему откупаться? Потому что откуп, он усиливает и подпитывает тот ритуал, который вы совершили. Вы отнесли откуп. Вот энергия вашего откупа подпитывает ритуал, дает возможность духом совершить то, что вы просили. Итак, в разных культурах выползок змеи используется как, например, от страха. Поскольку считается, что змеи могут ползти, отовсюду выползти, то есть они имеют доступ, они считались и земноводными, и они считались и водные змеи, например. Они считались и обитателями темных уголков планеты, то есть они знают тайны Земли, они могут спуститься в могилу и прочее. И поэтому мистическая змея и вообще все, что связано со змеей, имеет особое значение. Так вот, змеиный выползок на Кавказе используется как от страха. Считается, что они отгоняют дурные сны. И вот клали змеиный выползок под подушку ребенка, если ребенок боялся спать. То есть в Малой Азии змеиный выползок или змеиную шкуру дарили девушке для того, чтобы она удачно вышла замуж. Это как оберег. Змей напоминает определенный орган мужчины. Оберег, чтобы она нашла сильного, да, мужчину, сильного, ну так грубо звучит, но в принципе в природе это сильного самца, от которого родится здоровое потомство и так далее. Далее, змея как символ обновления скидывает себя, вот этот выползок, да, свою старую шкуру, и обновляется. Поэтому есть ритуал омоложения со шкурой змеи или с выползком змеи и прочее. Человек, который нашел выползок змеи, должен был принести домой, 3 дня повесить над дверью, а потом спрятать. Считалось, что это приносит удовольствие, да, денежное. Змей нельзя убивать. Только в том случае, если змея нападает, и она действительно представляет угрозу. Просто так убивший змею 7 лет будет страдать. Вот ради удовольствия. Люди, которые с детства убивали лягушек, змей, они были очень несчастны по жизни. Некоторые говорят, почему вот боги не оберегают
не вмешиваются в человеческие дела. Они вмешиваются только тогда, когда мы просим, потому что мы от них отвернулись. Мы приняли совершенно инородные веры, поэтому сейчас они не вмешиваются. Кроме того, если они вмешаются в нашу жизнь, то как мироздание увидит, кто есть кто, как встретить человека на том свете, да, какое место ему предложить за его заслуги, за его дела земные. Если вмешаться все время и мешать ему показать, проявить себя таким, какой он есть. Поэтому силы, поэтому боги не вмешиваются, пока мы не просим. Хотя не всегда так. Иногда они и помогают. Но ради нашего рода. Или если у нас там, на нас возложена какая-то миссия, мы должны исполнить, поэтому время не пришло умирать, они могут вмешаться и спасти человека. Это тонкие темы, мы об этом уже говорили. Откройте, посмотрите мою лекцию «Почему Бог меня не слышит». И там все сказано. Итак, выползок змеи еще и обновление, символ обновления. Есть в заговорах, встречаются такие слова. Как змея свою шкуру старую снимает, бросает, так я снимаю свою старую жизнь и оставляю и так далее. Как змея обновляется, молодеет, оставляет старую шкуру, так я буду молодеть, очищать. Берут змеиный выползок и протирают лицо, вот если очень проблемная кожа. После чего сжигают. Это несколько дней нужно делать и сжечь. Но я вам дам такой ритуал омоложения, очищения. Если, конечно, кто-нибудь сейчас вот не услышит меня, не побежит такую хрень создавать. Уже мы проходили, да? Но я говорю вам, я потом верну, конечно, обратно свою работу, если я увижу вот такую вот работу где-нибудь с моей, как бы, подачей, с моей идеей. Я понимаю, что я не нравлюсь. Я не нравлюсь мелочным душонкам, потому что я могу позволить себе быть собой. Понимаете, быть сильной, быть гордой, быть где-то презрительной ко всякому быдлу. Им это не нравится. Но люди с характером, люди такие же сильные духом, они солидарны со мной. Знаете, мы симпатизируем тем людям, на которых мы похожи. Заметили? Нас раздражают те люди, какими мы никогда не будем. И это далеко от нашей натуры. Так что, если вы симпатизируете мне, значит, вы точно такой же сильный человек, который в своей жизни добился всего сам шел вперед без чьей-либо помощи и достигал высот. А если я вас раздражаю, значит, вы то самое мелочное существо, которому просто не нравятся сильные духом люди. Раздражает, бесит. Я вот такая не могу быть сильная и уверенная в себе, поэтому меня злят, когда кто-то может себе позволить быть собой. Итак, эта чистка называется змеица. Согласно легенде, бедствие человека, то есть это создано на основе армянской магии. В армянских сказках, легендах, эпосах часто встречается шестиглавая змея. Потом, с принятием христианства, поскольку в христианстве семерка часто встречается, 7 считается священной цифрой, но это тоже с Вавилона взято, потом об этом поговорим. Сделали ее семиглавой. Называли Йод-Калхани Оц, или, если в народе сказать именно, скажем так, наречие сельское, да, вот простое народное наречие, Охтагалхани, тоже семиглавая. Но до этого была шестиглавая, Вецкалхани. И время показало, что действительно существуют такие семиглавые змеи, реально. И эти семиглавые змеи способны жить, как обычная змея. В Индии как-то находили, показывали прям змея с 7 головами. Феномен, но реальность. Так вот, что бедствие человека приходит к нему в виде шестиглавой змеи. Что основные бедствия человека – это 6 бед. Значит, первое – это горемыка, то есть это душевная маята, душевная суета, это его воспоминания, это его депрессия, нежелание жить и так далее.
Ну, может быть, любовь безответная всякая. Тоска по ушедшему человеку. Маята и суета. Вторая глава называется. Это когда человек просто работает, делает, и оно как бы уходит в никуда, все его старания. В суету, суетные мысли, ни о чем. Уроки и призоры. Уроки – это не те уроки, которые у нас в школе проходят. Уроки в народном языке именно я соединила, видите, две традиции. Славянская магия, кавказская магия. Уроки – это сурочить, это сглазить, это ненависть, это злые посылы, это зависть. Вот. Это у нас рыжик, наверное, на крышу подпрыгнул. Сейчас я спущу и продолжим. Он нас запрыгивает на крышу и оттуда на подоконник. Или сюда. Итак, дальше. Четвертое бедствие, четвертая беда человека. Это хворь и лихоманка. Ну, то есть это болезни тела, это усталость, это нехватка энергии. Это когда лихорадит человек из-за каких-то причин. Может быть, иммунитет слабый, то есть сопротивляемость организма слабая. Далее. Пятая беда – это неудача. Неудача в делах, неудача в семье, неудача в любви. Неудача. То есть то, что перекрывает нашу удачу. Удача и неудача, да? И шестая беда – это бедность. Бедность, которая приходит по-разному. Нехватка безденежья, нехватка жизненной энергии, неприбыльная работа, постоянные провалы в работе и неудачи в делах, и в денежных, и прочее. И вот считается, что 6 голов у этой змеи и 6 шкур. И нужно эту змею схватить, все эти 6 шкур с нее снять, то 6 бедствий, и сжечь, а после уничтожить ее. Так вот, вам нужно найти, купить, заказать. Сейчас не проблема. Змеиный выползок, любой змеи, не имеет никакого значения. Далее. 13 свечей, черная шерстяная ткань, морская соль, крупная морская соль. Выползок обмотать, то есть свечи обмотать этим выползком змеиным. Сверху обмотать черной нитью, ну, чтобы держалась. Смотрите, как вам удобно. Например, я внизу сделала еще одну свечу, ну, таким образом перемотала, вот, закрепила, и как ножка свеча стоит. Внизу нужно посыпать вот соль. Теперь сжигайте, то есть эти все свечи. 6 раз начитывайте, ждете, пока догорит. Потом гасителем или как вам удобно, собственно говоря, пальцами, естественно, не рекомендую. Да, свечи должны быть восковые, белые, обычные восковые, желтые, белые свечи. Гасите это все, выносите на следующий день. И нужно в таком или открытой местности, или в лесу, без разницы. То есть место, куда вы можете просто вот это все рассеять. То есть вот скинуть в разные стороны. Потому что оно должно быть рассеяно, как сказано в заговоре. Отдать ветрам, отдать земле, вот скинуть. После чего, ничего не говоря, возвращайтесь назад. Как только вы чувствуете, что начинаются у вас перемены, что вам становится лучше, легче и прочее, идете не в то место, в другое можете идти. Под дерево выливайте водку полностью с бутылки. Это можете забрать, там бутылку или емкость.
Оставляйте 6 монет и 6 маленьких кусков черного хлеба. Вот так кладете и говорите: откупаюсь, и уходите, не глядя. Вот как только вы почувствовали перемены, что они уже начинаются, вам легче становится у вас, ну, например, если чем может помочь эта чистка? Например, если закрыты дороги, вот никак там заказов нет и так далее, вы работаете на себя или неважно, или вот ваша зарплата зависит от того, сколько вы продадите в магазине и так далее. В этом может помочь, то есть убрать это состояние бедности, неудачи. Далее, если у вас постоянные болезни, одним словом, обновляет. Вот как змея скидывает шкуру, кися. Прям вспоминает все про свои когти и так далее, как только я сюда иду снимать. Обновляется жизнь. Обновляется финансовая сфера и прочее. Итак, пожалуй, начнем с вами проводить. Так, сжигаем эти свечи. Естественно, и змеиный выползок в том числе. Соль втягивает в себя негатив не только для хранения продуктов, да, и с продуктов втягивает в себя негатив, но и от человека. Чистка солью и вот соляные ванны, которые издревле известны, они же не просто так, не для красоты, а очищающие нашу энергию, обновляющие нашу энергию. Итак, сейчас я зажгу и на паузу нажму, чтобы не тратить время. Итак, пожалуй, с вами начнем. На Черной горе Аздамовой, на скале Алатырь, живет шестиглавая змея. Змея-змеица, на ней 6 шкур, на ней 6 бед. Первая беда – горемыка. Вторая беда – маята да суета. Третья беда – уроки да призоры. Четвертая беда – хворь и лихоманка. Пятая беда – неудача. Шестая беда – бедность. Схвачу я змею шестиглавую, кину в огонь ярый. Гори, змея, гори, лютая змеица, лихая мать змей. Более жалить меня ты не смей. Ты меня портила, ты меня сурочила. А потому я с тебя сниму 6 шкур. Гори 6 бед, гори 6 хворей, что мне жить мешали, что пути дороги мои закрывали. Гори маята суета. Горите уроки да призоры. Горите лихоманка и хвори. Гори неудача, гори бедность. 6 шкур горемычных сжигаю, и тебя, лютая змеица, сжигаю, да в пепель превращаю. Да пепель твой в поле по ветру пускаю, и себя от бед освобождаю. Двери свои до дороги удачи открываю. Словам моим сила крепки да липки. Ключ, замок, язык, истина. Немножко сбилась, что бегают коты. Надо привыкать к этому месту, постепенно снимать новое место. У меня тут, оказывается, памяти не хватит, поэтому я один раз прочитаю. К сожалению, 6 раз не получается. Но и для себя проведу, потому как мне тоже нужно иногда обновление, энергия скидывать еще. Очень хорошо очищает от вот всяких энергетических привязок. Если вокруг вас вампиры, если вокруг вас люди такие потребители, если вокруг вас на работе нервотрепка, можете это проводить. Будет обновлять вашу энергию, счищать, убирать все лишнее. Естественно, и вашу энергию будет обновлять. Удачи, всех благ. А что делать и как откупиться, я в начале ролика сказала. Я предусмотрительно обычно говорю в начале ролика, потому что бывает иногда, что видишь, что вот не хватает памяти, можешь не успеть. Проводите, меняйте свою жизнь. Запаха такого нет, но такой удушающий просто. Вот идет дым.
Запаха как такового нет. Пыльные такое вот ощущение, как будто тебя душат. Но это не страшно, собственно говоря. Это помогает, естественно, в очищении пространства и жизни. Всем удачи!